Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Дилан снимает на видео барана, пока он спит, и говорит, что ее обманули, когда она узнала, что баран притворялся, пытаясь вызвать приятное слово. Бэрон берет трубку и говорит приятные слова Мирану. Они рассказывают ему о своих чувствах в видео, которое они сняли, чтобы оставить ему приятное воспоминание, говоря: «Мы очень рады, что вы приедете. Дилан, Миран, что ты с нами сделал?» О нас так говорят, встретимся максимум через 3 недели с неописуемым Гуйгу. Харун и Ясмин счастливы снова быть вместе. Пока Дилан разговаривает сама с собой в зеркале: «Посмотри на меня, я как ходячая банка», слышит Бэрон и подходит к ней. Когда я говорю: «Нет, ты просто мать и такая красивая», Дилан говорит, что я должен в это поверить. Затем она пересчитывает недостающие вещи и говорит, что уже почти пора родов, нам нужно подготовить родильную сумку. Баран говорит, что мы со всем этим справимся, мне не терпится воссоединиться с сыном. В то время как Дилан говорит, что нашему сыну очень повезло, у него большая семья, его очень любят и он будет очень счастлив, Баран говорит, что Джихана почти нет рядом, и он собирается загнать Дилана в угол, когда его телефон звонит и Дилан уходит. Комната. Когда Дилан спускается вниз, он встречает Джихана и говорит: «Ты должен сказать ему, что тебя приняли в музыкальную академию в Америке и что ты поступишь через 2 дня. Он только что спросил меня еще раз, я не мог тебе сказать, потому что я обещал ему, но ты должен поговорить сейчас». В этот самый момент Баран спрашивает, о чем ему говорить, Джихан продолжает болтать и убегает. За завтраком Харун и Ясмин пытаются составить план питания и разделить работу. В это время они говорят о том, как они счастливы друг с другом, и молятся, чтобы их не коснулся с глаз. Когда входит Ясмин, приходит покупатель. Пока покупатель смотрит на меню, приходит Ясмин и удивленно зовет Берка, и она взволнованно встает, говоря: «Ясмин». Харун очень удивлен этим и спрашивает: «Откуда вы знаете друг друга?» Госпожа Сабиха всеми силами пытается прийти на рождение Дилана и даже рискует попасть в тюрьму, что расстраивает Дилана. Бэрон успокаивает его: «Не волнуйтесь, я поговорю с юристами и решу эту проблему». Как только они собирались снова спросить о Джихане, на этот раз перед ними появилась Гуль, и Баран предупредил ее: «У меня встреча с моими отцами, но не для продления прогулки», и вошел внутрь. Господин Ферат и Кудрет не могут найти ничего плохого в Хасане, но поскольку господин Кудрет думает, что он сотрудничает с Шаиром, они предупреждают его, чтобы он не сдавался. Пока они идут внутрь навстречу, господин Кудрет снова говорит Ферату, что он не должен сообщать об этом своему брату, и Ферат говорит: «Мне неудобно хранить это в секрете от моего брата, но пусть будет так. Когда Джавахир звонит Хасану и просит срочно найти деньги, Хасан сначала возражает, но Джавахир ругает его и уговаривает принести деньги. Джавахир говорит, что мы закончим эту работу при первой возможности, разберемся с денежным вопросом, и кладет трубку. Когда он вешает трубку, он говорит Шаиру: «Напомни мне подготовить болезненный финал для Хасана, когда мы закончим». Ясмин представляет Берка как моего одноклассника по гастрономии, а Харуна как моего парня. Когда в ресторане звонит телефон, Харун идет посмотреть на телефон, а Ясмин отводит Берка в сторону и предупреждает его, чтобы он никому не сообщал, что я здесь. Пока Баран пытается убедить Сабиху Ханым не приходить, его убеждают не приходить, когда она говорит ему, что Дилан очень расстроена. Пока Баран произносит эту речь, господин Ферат и Кудрет приходят и узнают, что произошло, затем Баран спрашивает их о Джихане. Он говорит, что с Фератом что-то не так, я спросил его, но он мне ничего не сказал. Гуль рассказывает Дилану, как сильно она скучает по матери с тех пор, как та разлучилась с ней. Я поздно столкнулся с этим чувством в Дилане, но это очень приятное чувство. Ему грустно, потому что мы будем скучать по нему еще долгое время.
Дилан хочет идти дальше, но Гуль говорит, что прошло 10 минут, ты знаешь, из большого места, иначе мой брат Баран привлечет меня к ответственности. Несмотря на то, что Цеври не хочет давать ей детское питание, Джевдет убеждает ее и напоминает, что так сказал врач. Пока Баран находится на встрече, он не может отвлечься от Джихана и не может сосредоточиться на встрече. Когда они собираются закончить встречу и выйти из комнаты, входит Дилан. Когда Баран остается наедине с Диланом, он спрашивает Дилана, происходит ли что-то с Джиханом, о чем я не знаю, но когда Дилан говорит, что ему следует поговорить об этом с Джиханом, телефон Барана снова звонит. Дилан выходит, а Беран очень злится на то, что услышал по телефону, и кричит, что это значит. Пока Дилан встречает Джихана в гостиной и идет к Барану, чтобы поговорить с ним, Баран приходит и кричит: «Поздравляю, ты едешь в Америку, ты это скрывал. Ответь мне». Джихан говорит: «Раньше я говорил, что уйду с факультета, но когда я поступил в музыкальную школу, я не сдал выпускные экзамены, и чем больше я это скрывал, тем больше нервничал, чего не мог сказать». Беран очень злится и кричит: «Вы обещали нам, что закончите хотя бы в этом году. Как вы могли сделать такое, не спросив нас?» Когда они спрашивают, что случилось, Джихан объясняет, что через 2 дня собирается в Америку учиться в музыкальной школе. Берг не может перестать хвалить действия Ясмин, а Харун наблюдает за ними издалека. Задушевные разговоры Ясмин с Бергом сильно беспокоят Харуна. Баран кричит: «Джихан, как ты можешь принять такое важное решение в одиночку?» Когда Дилан хочет защитить Джихана, госпожа Хасан говорит, что невеста права, такие вещи нельзя делать по приказу, она приняла решение относительно жизни ребенка, и мы обязаны поддержать ее. Ферат заставляет его замолчать, говоря: «Мы решим вместе, дядя». Когда Гуль поддерживает Джихана, Баран говорит, что мы не вмешиваемся в то, что он будет изучать, он должен был сообщить ему. Когда госпожа Азади говорит: «Ты должен хотя бы оставаться рядом с нами, сынок», Джихан говорит: «Вот почему я тебе не говорил, у каждого в голове есть голос», и говорит: «Ты разговариваешь со своим братом». Ферат: «Понизь голос. Господин Кудрет, насколько мы будем вас уважать? Вы это слышали? Он злится на вашего отца и на вашего отца, говоря, какие мы плохие, что все это время скрывали». Когда Баран говорит, что ему следовало дождаться рождения племянника, глаза Джихана наполняются слезами. Когда Беран и Дилан входят в комнату, Беран спрашивает: «Как давно ты знаешь?» и Дилан отвечает: «Какое-то время». Когда Беран хочет уйти, а Дилан говорит: «Подожди, позволь мне сказать тебе», Беран говорит: «Кто я такой, чтобы тебе что говорить?» Когда Дилан говорит, что вы и Джихан разные персонажи, пусть делает, что хочет, Баран говорит, что продолжайте в том же духе, и когда завтра у нас родится сын, идите за моей спиной, и я буду последним, кто это услышит. Дилан говорит, что если ты продолжишь так кричать, я, конечно, сделаю это, такого не произойдет. Когда я говорю, это мечта Джихана, пусть он следует своей мечте, говорит Баран. Я не говорил ему не идти, а разговаривал и советовался. Когда Дилан спрашивает, он никогда не изменится, всегда ли все будет так, как ты хочешь, Беран отвечает: настоящий вопрос в том, будешь ли ты всегда что-то скрывать от меня, будет ли наша жизнь такой. Когда Джихан спрашивает Ферата, почему его никто не понимает, Ферат злится и спрашивает, почему он сказал это так поздно. Джихан говорит: «Я не хотел разбивать чьи-либо сердце, я хотел реализовать свои собственные мечты, вот и все». Беран приносит Дилану молоко и заставляет его пить. Дилан в гневе пьет молоко и не берет салфетку, которую он ей предлагает, а вытирает рот рукой. «Посмотрите, мы вживую испытали, почему Джихан не мог сказать, — говорит он, — что постоянные санкции — это издевательство. Тогда я попросил его открыть подарочный пакет и сказал: смотри, я спросил». Баран сказал: «Я такой, я не изменюсь, я пещерный человек», резко выхватывает его из рук и открывает. Когда я спрашиваю Барана о ребенке: «Ты будешь с ним так обращаться?» он говорит: «Я рад, что я не такой, как ты, иначе он окажется избалованным ребенком».
Когда Дилан спрашивает, вы имеете в виду, что мое материнство плохое, Бэрон отвечает, что власть должна быть права в баловстве, все в равновесии. Затем они ведут короткий разговор о недостатках малыша. Берг соглашается работать с Харуном, чтобы улучшить себя в работе, и уходит. Господин Кудрет не может заснуть и не может сдержать слез, вспоминая времена, проведенные с Джиханом. Затем, когда госпожа Азади не может заснуть, она подходит к обеденному столу и видит, что господин Кудрет расстроен. Госпожа Азади понимает, что ей жаль Джихана, и говорит ему, что она также опечалена его уходом и тем, как в особняке было весело, когда они были маленькими. Он морально поддерживает господина Кудрета и говорит: «Не волнуйся, сынок, как бы далеко они ни находились, лишь бы они были счастливы там, где они есть». Пока Берг приходит к Цеврии и Джевдету, Харун очень злится, когда Ясмин берет его любимый десерт. Джевдет понимает, что Харуну не очень нравится Берг, и пытается сменить тему. Когда Дилан ворочается в постели, Бэрон говорит, что ему некомфортно, и они дразнят друг друга. Когда Дилан собирается встать с кровати, они спорят, чтобы Баран встал и вернулся в постель. Они борются друг с другом всю ночь и, наконец, засыпают. Утром они обнимали друг друга. Но как только он просыпается, конфликт начинается снова. Харун и Ясмин очень счастливы, когда открывают магазин. Пока Берг наблюдает за ними издалека, он говорит, что Ясмин страдает, потому что она находится вдали от него, и говорит: «Независимо от того, кто придет передо мной, я раздавлю их всех. Ты снова будешь моей, только моей». Когда Дилан говорит Барану: «Ты же знаешь, что у Джихана завтра самолет, верно?» Дилан говорит: «Если ты ищешь кого-то, на кого можно злиться, девочка, обратись ко мне». Хоть это и сложно, она приняла решение. Верно? Или нет, мы не можем это решить. Она узнает это на собственном опыте. Не закрывай свои двери. Не позволяй ей чувствовать себя одинокой. Даже если ты злишься, злись на меня. Я все равно к этому привык. Он выходит из комнаты и хлопает дверью. Джихан тоже грустит, думая о своих воспоминаниях в беседке. Мои мечты на одной стороне, а моя семья и близкие на другой. Я думаю, что мне следует делать то, что я должен делать. Когда Ферат смотрит на фотографию Джихана в своем кабинете и говорит: «Я только что нашел тебя, я принял тебя как брата». Откуда это взялось? Баран входит в комнату и спрашивает: «Ты разговаривал с Джиханом?» Ферат говорит, что мы поговорили, он решительно уходит: «Брат, я знаю, что ты расстроен, но мне нужно кое-что спросить о работе». Когда я сообщаю Барану, что нашел кого-то, кто может его нанять, и объясняю, что он его наймет, Баран одобряет это, говоря, что это возможно, если вы сочтете это подходящим. В этот момент раздается звонок в дверь, приходят Дилан и Джихан спрашивает: «Можем ли мы поговорить?» Баран отвечает: «Скажи мне». Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.